Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вершинная гниль томатов. Эта тема сейчас очень актуальна, она только начинается в связи с тем, что уже установилось летнее тепло, не просто тепло, но и жара. И было холодно, долго холодная почва, не сильно поливалась. И вот сейчас вот этот процесс. Но давайте рассмотрим эту тему более подробно. Томаты наши любимцы, они всегда требуют особого внимания. И вот для полноценного физиологического процесса во время вегетации всегда нужны какие-то определенные особые питательные вещества на каждом этапе отдельно. И вот сейчас, когда наконец-то наступило лето, помидоры начали интенсивно расти и формировать вот эти прекрасные плоды. Ну а для налива плодов нужен обязательно кальций. При оптимальной температуре до плюс 28 градусов, очень хорошо 25, плюс 25, вот все процессы в клеточках листьев, стеблей, цветочков, плодиков, которые формируются, проходят нормально. Но при резком повышении температуры плюс 40 до 40 и выше, кальций растениям томата отправляется в листья, а плоды в это время недополучают такой необходимый элемент питания. Вот в этот момент и происходит вот эта проблема на плодах, внизу плода, вот такая вмятинка получается. Сначала как будто бы вот такой цвет, совсем другой, плод не развивается, и потом темнеет. И, естественно, плоды невкусные, их выбрасываешь. Они даже, кстати, и бывают пораньше светлеют. Сверху смотришь, как будто бы розовый, краснеет, а внизу он темный, уже черный. И вот, чтобы не допустить этого, нужно использовать сейчас кальций. Но мы заранее его используем. Мы еще при посадке рассады использовали трифосфат кальция из ветеринарной аптеки. Но сейчас, вот при резкой вот этой смене погоды и недостаточном поливе, мы только первый полив основательный провели. И при вот температуре воздуха свыше плюс 35, у нас было даже выше 40 уже в теплице, томаты не успевают обеспечить все клеточки своего растения, абсолютно все, кальцием. А он именно сейчас очень и необходим. Вот именно кальций сейчас в этом процессе принимает самое активное участие, и строятся клеточки и листьев, и стеблей, и цветочков, и плодов. Ну, в общем, всех клеточек томата, и он очень нужен. Ну вот при создавшихся условиях не успевает само растение с этим справиться. И чтобы не получить вершинную гниль на плодах томатов, нужно помочь помидорам получить недостающий вот этот элемент, вернее, не успевающий усваиваться растением и доставляться во все точки растения, нужен кальций. Ну, а для этого, в первую очередь, обеспечиваем полив теплой водой. Ни в коем случае не должно быть резких вот этих перепадов. У нас почва еще не прогрелась до конца. И вот этот полив проводим в вечернее время. И в это время проводим опрыскивание томатом вот таким раствором. По вашим просьбам я готовлю вот так сейчас уже подсказки в письменном виде, так как я буду делать сегодня этот профилактический раствор вечером. А вечером уже надо, чтобы информация была доставлена вам, поэтому я буду показывать и рассказывать все, что зачем, чтобы вы успели еще и сегодня вот такой раствор себе приготовить и обработать свои помидоры, даже если еще нету вот этого, этих симптомов. Почему? Потому что действительно очень высокая температура и недостаток иногда полива в открытом грунте. У кого-то засуха, у кого-то перелив. В любом случае проводим профилактическое опрыскивание. Оно не помешает, а только поможет томатам в это жаркое время. Итак, беру 2 ведерка. Это у меня пластиковые ведерки.
ну, что у вас есть. Желательно пластиковый, потому что борная кислота – это борная кислота, уже само о себе говорит. Если есть бор, можно отдельно бор. Есть, продаются сейчас растворы и кальция, и бора отдельно. Снова же, то, что есть, оно должно быть у каждого. Я использую борную кислоту. И что я делаю дальше? Итак, в 5-литровом ведерке воды беру 1 чайную ложку сверху борной кислоты. Вот, просто сверху насыпаю именно чайную ложку вот этого нужного препарата, который есть у каждого. Борная кислота в горячую водичку, ну, в банку где-то 100-150 мл воды горячей, растворяю и добавляю вот сюда в одно ведро, где 5 литров воды. И хорошенько размешиваю, перемешиваю, оставляю в стороне и приступаю к приготовлению очень важного еще одного раствора, тоже 5 литров. В конечном итоге у нас должно получиться 10 литров раствора. Так вот, в 5 литрах добавляю вот этот раствор, очень важный раствор, водорастворимый раствор кальция. Есть вот такие сейчас растворы в различных магазинах, там, где продаются семена и различные удобрения. Мне нравится, что это современные технологии, и здесь нет никаких кислот. Это чистый кальций, который нам нужен, и берем отсюда всего-навсего 15 миллилитров. Есть у меня мерочка, отмериваю 15 миллилитров кальция, микроудобрения, и хорошенько перемешиваю пару минут, чтобы вот это удобрение размешалось хорошо с водой. Ну, далее соединяю все это вместе, получается 10 литров, в ведре у меня пластиковое тоже, перемешиваю, ну и заливаю в опрыскиватель. И только вечером, как туман, не допускаю, чтобы стекала вода, как туман прохожу по листьям, по плодам, абсолютно вот всему растению вот этим раствором. Почему я использую борную кислоту в этом растворе? Ведь бор является очень важным элементом для усвоения клеточками томатов кальция. И вот эту обработку, своеобразная обработка, подкормка, нужно проводить уже сейчас, не дожидаясь появления вот таких плодов. Лучше профилактика, чем тушение пожара. Ну и совместно, кроме того, борная кислота еще и вместе с кальцием дадут возможность развиваться и наливаться плодам. Это очень важно именно сейчас. Тема нынче актуальная, так что не откладывайте в дальний ящик. Что еще можно использовать? На больших площадях фермеры обычно используют кальциевую селитру. Но есть и другие тоже, и тепличники, которые тоже используют кальциевую селитру. В расчете 15 граммов на 10 литров воды. 15 граммов на 10 литров воды. Ну что ж, тема вершины гниль томатов. Мы ее раскрыли, ответили на ваши вопросы. Желаем вам удачи. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео. Желаем вам всего доброго, удачи. Берегите свои томаты и берегите себя. Будьте здоровы. До новых встреч в новых видео.